Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран Дилан очень злится, когда ты говоришь: «Я не хочу иметь детей». Когда я спрашиваю, почему Джихан пришел к нам, Дилан отвечает, что это во многом связано с этим, и нельзя быть отцом такого деспотичного ребенка. Баран, если ты ему честно скажешь, что не хочешь детей, он разозлится, потому что не будет прятаться за другими вещами. На этот раз они утверждают, что одного нельзя оставлять свободным, как вас, а с другим нельзя обращаться так деспотично. Когда их голосы раздаются, госпожа Азади спрашивает, что с ними происходит. Хасан говорит, что тема якобы о Джихане, но они спорят о том, будешь ли ты лучшим отцом или я лучшей матерью. Господин Кудрет говорит: если вы не знаете, не говорите, дайте мне взглянуть на это, и уходит. Пока Бэрон пытается успокоить Дилана, приходит господин Кудрет и спрашивает: ваш голос исходит изнутри, вам он подходит? Дилан извиняется: господин Кудрет, ни за что извиняться, вы громкие, конечно, в каждом браке бывают ссоры, но он советует спорить в тихом месте и не вкладывать слова ни в чьи уста. Когда Дилан говорит: слушайте, мы из-за вас стали позором для всех, Баран говорит: я все равно виноват, ладно, я пока закрываю этот вопрос, поговорим там, где никто не будет. Слышу, как ты плачешь или кричишь, и они идут к двери, чтобы выйти из комнаты. Гуль говорит: я готова, мы можем идти. На подходе к двери Ферат останавливает ее и говорит: ты сказала, давайте выглядеть счастливыми для всех, это то, что я пытаюсь сделать. Он держит ее за руку. И они вместе выходят из комнаты. Когда Гуль и Ферат подходят к столу, Хасан спрашивает, как поживают молодожены, хотя с тех пор, как они поженились, прошло много времени. Ферат берет Гуля за руку и говорит: у нас все в порядке, папа. Потом моя жена спрашивает Гуля: ты можешь передать мне помидор? Хасан не может сбавить скорость и на этот раз говорит Джихану: ну, мой маленький племянник, твой брат и тетя ругаются из-за тебя с утра. Когда Джихан спрашивает: это правда, брат, Баран отвечает: мы сейчас за столом, поговорим позже. Харун никогда не снимает берет, который подарила ему Ясмин. Когда Ясмин говорит, что забыла еду на плите и она сгорела, Харун говорит: спасибо, мы сделаем это еще раз, и Ясмин удивляется, что он не злится. Пока Баран и Ферат обсуждают проблему, с которой столкнулись Тендер и Джавахир, Дилан ест с полным ртом, как будто он очень открыт. Госпожа Азади первой замечает эту ситуацию, а затем ее замечают все за столом. Джавахир очень зол, потому что он проиграл бизнес Барану и планирует сказать, что отныне мы будем сильнее против них, и я своими руками потяну веревку Сабихи и Барана. Он отправляет Шаира узнать всю информацию о больнице. Когда Дилан объясняет, что будет, когда у нее родится ребенок, и что она боится не быть хорошим родителем, Гуль говорит ей, что это вы являетесь родителями для всех в этом особняке, которые любят друг друга так же, как и вы. И вашим детям очень повезет. Когда приходит Джихан и спрашивает тетю, можем ли мы поговорить, Дилан говорит: давай поговорим за чаем. Когда Ясмин проливает еду, Харун подбегает к ней, чтобы спросить, в порядке ли она. Когда Ясмин говорит: со мной все в порядке, но ты можешь вычесть потерю из моей зарплаты, если хочешь, Ясмин еще раз удивляется, когда Харун отсылает ее, говоря: иди и приготовь новую, а я ее почистю. Когда Джихан говорит, что его беспокоит спор Дилана и Барана, Дилан говорит: мы решим эту проблему, не волнуйтесь, он тоже был немного импульсивным в вашей школьной работе, но он не хочет, чтобы вы расстраивались, поэтому потерпи. Когда Джихан говорит, что мнение Барана по этому вопросу ясно, Дилан предлагает поговорить вечером еще раз спокойно. Когда Дилан приходит на кухню, чтобы помочь Гуль, она видит, что она закончила всю работу, и спрашивает: почему ты здесь стоишь? Гуль говорит: я чувствую себя странно, я не знаю, где стоять или где сидеть. Пока Дилан говорил: мне тоже пришлось нелегко, но если ты с тем, кого любишь, неважно, где ты, у нас тоже есть прошлое, слышит Ферат и подходит к ним. Когда приходит Ферат, Дилан оставляет их, говоря:
я оставлю вас в покое. Когда Гуль спрашивает Ферата, ты что-то хотел, Ферат сначала говорит «нет», а затем протягивает руку, говоря, у меня действительно есть просьба. Он держит ее за руку, ведет в гостиную и просит сесть на диван. Когда Гуль спрашивает, почему вы привели меня сюда, Ферат отвечает, я слышал, как ты говоришь, этот особняк, твой дом, так будет, пока ты не оставишь меня. Дилан и госпожа Азади, вы все равно здесь, и идет к кухне, говоря, что я забыл кофе. Пока господин Кудрет и Баран говорили о школе Джихана, Джихан приходит и говорит, пойдем, мы уже говорили о твоей школе. Джихан извиняется перед Бараном и говорит, что вы поссорились с моей тетей из-за меня, и Баран закрывает вопрос, говоря, что это не имеет к вам никакого отношения. Господин Кудрет спрашивает, я всему научился у твоего брата. Скажи мне, почему ты хочешь бросить школу? Когда Джихан сказал, я хочу облегчить бремя моего брата, поэтому я не хочу учиться, Баран сказал, ты уже помогаешь мне, тебе не нужно для этого бросать школу. Пока они разговаривают, Дилану становится не по себе, и он просит разрешения, а Баран говорит Джихану, что сначала тебе следует закончить школу, а потом посмотрим, что будет дальше. Госпожа Сабиха становится беспокойной, когда видит во сне Дилана больным. Когда Дилан выходит из раковины, его телефон звонит, и звонит госпожа Сабиха. Когда госпожа Сабиха спрашивает, как дела, Дилан отвечает, меня немного тошнит и кружится голова, но я в порядке. Тем временем в комнату входит Баран, и они оба молчат. Когда Дилан говорит, что не может этого вынести, и говорит все, что вы хотите сказать, но расслабьтесь, Бэрон говорит, что ему нечего сказать. Затем, когда вы говорите, позволь мне помочь тебе, и ты извинишься, Бэрон говорит, почему я буду извиняться, вы кричали на меня и говорили, что не будете лучшей матерью, чем я. Они утверждают, что к Барану это не имеет никакого отношения, я этого не говорил, ты мне говорил, что лучшего отца, чем ты, не будет. Оба они заявляют, что не сдержат своих обещаний. Бэрон очень волнуется, когда Дилана снова начинает тошнить и бежит в ванную. Хасан находит повод поговорить с Сабихой Ханем и звонит ей. Госпожа Азади знает об этом и тайно слушает. Когда Дилан выходит из ванной, Бэрон спрашивает, что с тобой происходит. Тебя еще не так тошнило, почему тебе так плохо? Дилан говорит, это потому, что я все испортил. Думая о Баране, Дилан успокаивает Барана, говоря, что если я немного отдохну, то приду в себя. Когда Джевдерт настаивает на том, чтобы рассказать свои военные воспоминания, чтобы ребенок мог пнуть Цеврии в живот, Цеврии мешает ему. Пока Ясмин объясняет ситуацию Джевдета и Цеврии, Харун смотрит на фотографию Ясмин на телефоне. Когда к нему приходит Ясмин, он в панике закрывает ее и убегает. Ясмин думает, что наш босс очень влюблен. Пока госпожа Кадер варила мяту и лимон для Дилана, когда госпожа Азади подумала, что беременна, госпожа Кадер сказала, они сделали тест. Госпожа Азади считает, что мы были правы, этот ребенок нормальный. Пока Бэрон спорит о том, чтобы отвезти Дилана к врачу, приходит госпожа Кадер и спрашивает, стоит ли ему пойти к врачу. Когда Бэрон говорит, послушай, ты не можешь думать ни о чем другом, Дилан вешает трубку, говоря, я не хочется выходить из дома. Когда госпожа Кадер уходит, Бэрон говорит, если вы плохо себя чувствуете, давайте вызовем врача домой. Дилан паникует и отказывается. Сабиха Ханем считает, что Дилану обязательно следует обратиться к врачу. Но она меня не слушает. Даже если она не слушает Барана, она думает, что Баран заставил ее отвезти ее к врачу и звонит Барану, но телефон звонит занято. Бэрон объясняет ситуацию Дилана по телефону и вешает трубку, говоря, что ждет новостей. Когда Дилан приходит к тебе и говорит моей матери, что она готова идти, Бэрон злится, потому что ты говоришь, что у тебя нет настроения, моя мама говорит, что ты пойдешь, я устал пытаться тебя понять. Пока Дилан пытается понять, ты прав, я не могу быть отцом или кем-то еще, я даже жене об этом не сказал, скажи ей, наши мужчины бросят тебя, чтобы бросить тебя. Не осталось ничего, чтобы Джевдет не пытался сделать детским ударом.
Цеврий кладет голову Джевдета себе на живот и говорит, что если мы немного подождем, пока ребенок начнет пинаться, он это сделает. Пока Харун сидит за столом с Ясмин, у него звонит телефон, но он настолько поглощен, что даже не слышит звонка. Он думает, что у Ясмин явно есть секрет, но она им не делится. Харун также задается вопросом, интересуется ли я этой девушкой. Ясмин говорит: «У меня есть к тебе вопрос, не стесняйся в словах. ». Затем, когда она спрашивает, влюблены ли вы или что-то в этом роде, Харун запихивает это в глотку, пока пьет чай, и у него начинается приступ кашля. Дилан приходит к госпоже Сабихи и говорит: «Мама, мне кажется, со мной что-то происходит, я совсем нехорошо себя чувствую». Затем он рассказывает о неприятном происшествии между ним и Бараном и думает, что не понимает, что натворил, и что его психология сломана. Когда госпожа Сабиха сказала: «Давайте сходим к врачу вместе», Дилан Баран ответил: «Я не хочу идти, а я ничего не знаю». Пока Баран говорит о делах, он звонит Сабихе Ханем. Госпожа Сабиха считает Дилана звонком по работе, и пока Дилан пытается встать, чтобы пойти в ванную, его глаза становятся размытыми, и когда он встает, он падает и теряет сознание. Госпожа Сабиха выбрасывает телефон из моей руки и кричит Дилану, чтобы тот пришел в себя. Баран ждет, пока Сабиха Ханем ответит на звонок. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.